Всем привет! Далеко не секрет, что у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева плохой политический имидж. Количество принятых им за период работы в государственных органах непопулярных мер, пожалуй, превосходит количество решений всех вместе взятых политиков современной России. В связи с этим складывается впечатление, что Дмитрий Медведев сознательно выполняет роль отрицательного героя в российской власти. Поддержанию негативного образа премьера в политике есть множество логических объяснений. Например, президенту России Владимиру Путину удобно принимать непопулярные решения руками председателя правительства. Кроме того, нет никаких сомнений в том, что президент страны давно бы уже уволил премьера, если бы тот не согласовывал с ним свои действия. В то же время, думаю, нет оснований утверждать, что абсолютно все шаги Дмитрий Медведев делает по указке главы государства. Формально премьер-министр обладает широкими властными полномочиями и самостоятелен в принятии решений. Однако, иной раз складывается впечатление, что даже в подконтрольном ему правительстве не все министры слушаются премьера. Так, на днях Дмитрий Медведев публично отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой смертности. Глава правительства предупредил руководителей регионов об ответственности за подмену показателей. Также Дмитрий Анатольевич обвинил руководителей субъектов в срыве социальных программ, вызванном подтасовкой информации о смертности. Однако, буквально на следующий же день Росстат опубликовал информацию о росте продолжительности жизни россиян. По данным этой федеральной службы, средняя продолжительность жизни в России за период с января по август текущего года увеличилась на 0,7 года и достигла более 73,5 лет. При этом данная информация была опубликована на сайте Министерства здравоохранения России. Таким образом, получается, что Дмитрий Медведев сначала раскритиковал губернаторов за недостоверность предоставленных ими данных о продолжительности жизни россиян, а затем сам же принял решение об их обнародовании. Такая непоследовательность действий второго по влиянию лица страны, мягко говоря, вызывает непонимание. Для чего нужно было это представление? Возможно, за недостоверной статистикой регионов о смертности стоит заказ высшего государственного руководства страны. Таким образом, премьер попытался пойти против системы, однако сил на то, чтобы по-настоящему противостоять ей, у него не хватило. В общем, как говорил его предшественник Владимир Черномырдин, хотел как лучше, а получилось как всегда. Либо же манипуляция со статистикой – это фейк, который Дмитрий Медведев использовал, чтобы пожурить губернаторов в целях поддержания дисциплины в их рядах. Целью Медведева могли быть вовсе не ошибки в статистике, а подготовка почвы для ротации руководителей регионов. Что в частности еще раз подтверждает исполнение премьером роли непопулярного политика. Или критикуя губернаторов за подмену данных, премьер просто хотел показать весь драматизм своего положения. Поскольку, с одной стороны, он знает, кто виноват в проблемах россиян, а с другой стороны, сделать с этим ничего не может. Ведь правом прекращения полномочий глав регионов он, к сожалению, не обладает. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях то, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Пока.